стоимости квадратного метра. Переходим к более таким декомпозированным данным, то есть это обобщенные смотрели, а сейчас более подробные, так, наверное, да, тоже можно выразиться. Итак, социальное жилье, город Запорожье, вторичный рынок, карта в разрезе административных районов. Бросается в глаза, что наибольше всего подешевела недвижимость в заводском районе, минус 0,27%. Ну, друзья, кто живет в Запорожье, тот знает, чем отличается данный, так сказать, район. Да, это, ну, экология плохая. Почему? Потому что достаточно много там всевозможных заводов там и прочее, прочее, да. И, естественно, это влияет на стоимость квадратного метра. И здесь наибольше всего подешевела за месяц недвижимость. Видим, что наименьше всего подешевела недвижимость в трех районах. Это у нас Вознесенский район, это Александровский район, минус 0,22%, и Шевченковский район, также минус 0,22%. Переходим к следующему слайду, друзья. И здесь мы поговорим, а что же произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении целого периода, это у нас 4 года войны. Давайте на примере класса социальное жилье подробно посмотрим на данный график, рисунок. Период исследования, напомню вам, война началась у нас в 22 году, 24 февраля. В данном случае у нас поквартальное исследование. Видим, что март 2022 год – это $519 за квадратный метр. И медленно и уверенно на протяжении всего периода войны, а это 4 года уже, больше чем 4 года, мы видим, как снижается стоимость квадратного метра. И в феврале 2026 года она достигла $426 за квадратный метр. Также за 4 года показала динамику снижения. Вот смотрим здесь внизу. Экселевские данные на таблице, минус 17,92%. То есть на 18% стоимость социального жилья, друзья, снизилась. Ни больше, ни меньше. Но если взять в целом, то город Запорожье и, по-моему, город Сумы у нас лидирует по снижению стоимости. Там тоже порядка где-то 20% снижения за весь период войны стоимости квадратного метра класс социальное жилье. Переходим к следующему слайду. Здесь мы проговорим, что произошло также. Период исследования всего лишь 1 месяц. Эконом, комфорт, класс – это вторичный рынок. Видим, подешевел на 0,18%. И вы можете, друзья, посмотреть, что стоимость квадратного метра, в общем-то, отличается в зависимости от административного района или от локации недвижимости в том или ином административном районе. Также видим снижение, по-разному снижается, но динамика снижения присутствует по административным районам: вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес, класс. Следующий слайд посвящен первичному рынку, эконом-класс. Также подешевела недвижимость, минус 0,26%. Мне, кстати, друзья, часто задают вопрос, если вы обратите внимание на стоимость квадратного метра на первичном рынке, а это квартиры не сданные в эксплуатацию, это всего лишь инвестиционные какие-то проекты, да. И вот говорят, а какая же себестоимость квадратного метра, если буквально, ну, за копейки продает недвижимость? Друзья, ну, посмотрите на карту, город Запорожье, вот он, видите, да. Вот линия фронта, она где-то порядка 10 километров, чуть может быть меньше, чуть больше, где-то в разных районах от города Запорожье. И, естественно, люди, которые, ну, во-первых, там ничего не строится уже на протяжении 3 лет войны, так первичного рынка как такового нету. А вот эти квартиры недостроенные, понятно, что их уже люди хотят продать за что только возможно. Но я, к сожалению, предполагаю, что и даже за эти совершенно смешные деньги данные квартиры не будут проданы. Почему? Потому что, ну, кто будет покупать недостроенную недвижимость при фронтовом городе,
куда, в принципе, уже прилетают со ствольной артиллерии снаряды. Я не говорю там про планирующие эти авиабомбы. Поэтому, друзья, вот такая вот грустная ситуация с первичным рынком города Запорожья. Следующий слайд – это первичный рынок, комфорт бизнес-класс. Здесь также мы видим динамику снижения, минус 0,15% в течение одного месяца. Ну и переходя